Всем привет! Добро пожаловать на канал Тест камуфляжа. Причиной создания этого видео послужила новость о возможной смене в будущем основного камуфляжа вооруженных сил с ЕМР на мультикам. Я не буду тут рассуждать о причинах этого перехода. Пусть этим занимаются другие блогеры и известные медийные личности милитари-сообщества. В видео речь пойдет о самих камуфляжах, об эффективности их работы в различных природных зонах, а также о различных концепциях применения камуфляжа в вооруженных силах. Итак, начнем с ЕМР. Он же пиксель, он же русская цифра, он же цифра флора, он же диджитал флора, он же защита до упора. ЕМР расшифровывается как единая маскировочная расцветка. Был разработан 15-м научно-исследовательским институтом Министерства обороны Российской Федерации в 2008 году на замену всем известной ВСР-98 флора. ЕМР включает в себя 4 цвета: оливково-зеленый или светло-зеленый цвет фона, темно-зеленый, коричневый и черный. Рисунок камуфляжа представляет собой множество маленьких пикселей, расположенных по отношению друг к другу как хаотично, так и в плотном скоплении, образуя подобие крупных пятен. К плюсам расцветки можно отнести отличную незаметность в приборах ночного видения, а также довольно хорошие маскировочные свойства в темных хвойных лесах и неплохие в смешанных широколиственных лесах. К минусам расцветки можно отнести слабые деформирующие свойства за счет слишком маленьких пикселей и довольно темных оттенков цветов, а также его неуниверсальность и привязанность к определенной местности. Мультикам или универсальный камуфляж – настоящая попса камуфляжного мира. Был разработан американской частной фирмой Cry Precision в 2002 году для замены устаревших расцветок Woodland и Free Color Desert. Ну и конечно же, мы все прекрасно знаем эту историю, как в конкурсе на новый камуфляж для армии США мультикам абсолютно без шансов, без зуба продул UCP этой замечательной универсальной расцветки. И после этого проигрыша через гражданский рынок мультикам начал свой путь к популярности. Мультикам включает в себя 6 явно выраженных цветов, а также примерно 2 не особо выраженных градиентных цвета. Светло-коричневый, бежевый, градиент этих цветов, зеленый, лаймовый или желто-зеленый, градиент этих цветов, темно-коричневый и белый, но я бы назвал этот цвет цветом слоновой кости. Рисунок камуфляжа представляет собой группу больших и маленьких пятен. Большие представлены зелеными и светло-коричневыми цветами, а маленькие – темно-коричневым и цветом слоновой кости. Как плюсом, так и минусом расцветки является его универсальность. Он будет работать, в принципе, в любой местности, но при этом это не значит, что в любой местности он будет работать хорошо. А к минусам тот факт, что при изнашивании формы и так светлый рисунок становится совсем белым. Да, я знаю, что любой рисунок при изнашивании становится светлее, но с мультикамом это особая беда. Для начала небольшое отступление. Информация, которой я хочу с вами поделиться, основана на моем личном видении того, насколько хорош тот или иной паттерн. Исходя из сведений, содержащихся в интернете, на основе моего личного опыта использования этого паттерна, а также на основе отзывов других людей. Поэтому будет абсолютно нормальным, если вы со мной в чем-то не согласитесь. А теперь про эффективность в различных природных зонах. Основное повествование я посвящу, условно говоря, летнему периоду, а в меньшей степени остановлюсь на межсезонье. Для оценки эффективности я буду использовать баллы. 0 баллов камуфляж работает слабо. 1 балл камуфляж работает более-менее. 2 балла камуфляж работает хорошо. Итак, начнем с тайги. Занимает большую часть страны, примерно 60%. Характеризуется преобладанием закрытых темных хвойных лесов с мхами и папоротниками. В таком лесу ЕМР будет чувствовать себя хорошо. А вот мультикам явно будет выделяться за счет преобладания светлых тонов. ЕМР 2 балла, мультикам 0 баллов. Смешанные широколиственные леса. Лес характеризуется смешением хвойных и лиственных пород. Густых хвойных темно-зеленых лесов здесь гораздо меньше, поэтому с учетом сочной светло-зеленой листвы ЕМР 1 балл. В этой же ситуации мультикам тоже не шибко вписывается в картину. Да, в местах с редким подлеском в принципе может и нормально, но таких мест крайне мало. Мультикам 0 баллов. Идем южнее. Степи. Открытый простор с минимумом лесистой местности, сплошные поля, луга и кустарники. Здесь ситуация обстоит так. Темно-зеленый ЕМР на фоне этих разноцветных лугов
явно не катит. EMR 0 баллов. Мультикам же со своей кучей оттенков смотрится гораздо лучше, однако на фоне свежей зелени явно все равно не уверенно. Поэтому мультикам 1 балл. Пустыни и полупустыни. Тут все просто. Сухая почва, редкие кустарники, практически отсутствие деревьев. Сплошная бежево-зеленоватая картина. EMR без шансов. А вот мультикам в этой местности явно в плюсе. EMR 0 баллов, мультикам 2 балла. Горы. Или горные области высотной поясности. Тут все гораздо сложнее. Дело в том, что в зависимости от температуры на различных участках высоты будет преобладать и разная растительность. У подножья будут хвойные леса, а ближе к вершине скалистая местность с травяными лугами. Поэтому в данной ситуации я дам ничью. Последняя рассматриваемая нами зона – тундра. Отсутствие деревьев, сплошные мхи и лишайники. Сказать честно, ни разу не был в тундре, поэтому мне сложнее всего тут распределить баллы. Думаю, баллы распределить так. EMR 0 баллов из-за того, что слишком зеленый. Мультикам 1 балл из-за все того же разнообразия оттенков. Но это все был летний период, а в межсезонье дела обстоят очень просто. Нет зелени, EMR не работает. А мультикам наоборот, на фоне голых стволов деревьев и пожухлой травы наиболее эффективен. Поэтому во всех зонах EMR 0 баллов, а мультикам 2 балла. Пожалуй, кроме тундры, там результат оставлю прежним. Итого, летний период EMR 4 балла, мультикам 5 баллов. Межсезонье EMR 0 баллов, мультикам 11 баллов. Также следует упомянуть очень важную локацию – городские условия. Асфальт, бетон, кирпич, камень, всякий мусор и тому подобное. И все вышеперечисленное у нас не зеленое, поэтому EMR в очередной раз в пролете. А мультикам, как ни странно, работает. Что я имею в виду? Какой конкретно камуфляж используется в различных элементах экипировки? И как в итоге все это вместе выглядит на одном конкретном бойце? За первую возьмем ту концепцию, которая сложилась на сегодняшний день. Камуфляж военной формы в EMR, чехлы на шлем в EMR, броня в EMR или ВСР-98, снаряга тоже в EMR, да и все в EMR. И как мы уже понимаем, такая схема работает ограниченно. Да, у нас же есть ШШ-122. Лучик надежды в этом зеленом темном царстве. Он чуточку выравнивает ситуацию. Но, к сожалению, этих комплектов не так много, как кажется. Зимние маскалаты брать не будем. Я думаю, они в любом варианте к месту. Следующая концепция – все в универсальной расцветке. Ну, например, мультиками. И как в прошлый раз, делаем вывод, что работать будет. Но явно не в теплое время года. Что по поводу производства снаряжения в универсальной расцветке, то на это потребуется время. На сегодняшний день даже всей формы и снаряги в мультикаме недостаточно, чтобы покрыть все нужды вооруженных сил. А если это какой-то новый рисунок, то потребуется еще больше времени. И последняя концепция, самая эффективная. Форма в эффективной расцветке для определенной природной зоны. Плюс маск-халат на межсезонье, а экипировка в универсальном камуфляже. Думаю, такая схема является самой лучшей. Но тут, как в анекдоте, есть нюанс. Все упирается в бабки. Да и для всего этого нужны нехилые такие производственные мощности. Что в итоге? Концепция камуфляжа EMR не самая удачная. Ее нужно либо менять, либо корректировать. Мультикам же в целом показывает себя лучше, но по своей природе идеалом быть не может. Лучший вариант – это один камуфляж на одну или пару природных зон. Но такая концепция явно дороговата, поэтому предположу, что и не будут заниматься, а остановятся на одной универсальной расцветке. При этом нам необходимо разрабатывать свои расцветки, опираясь на наш же опыт и на опыт других стран. Собственно, это все, что я хотел вам рассказать. Подписывайтесь на YouTube канал, на Telegram канал и на Рутуб канал. Спасибо за внимание, всем пока. Миша, тебе никто денег не даст. Давай, ёбаный в рот. все хуйня.